Привет, ребят, меня зовут Алекс, мы сегодня поговорим о бодипозитиве в Японии. Присутствует ли он, либо нет. Я думаю, что вы уже догадываетесь, что скорее нет, чем да. Мой парень сказал мне похудеть. Сказал, что я слишком толстая. Он сказал, ты сейчас толще, чем когда-либо была. Ты должна стыдиться этого. Но чем это обусловлено? И вообще, почему у японцев и корейцев тоже, кстати говоря, такие высокие стандарты красоты? В Японии очень распространены в последнее время пластические операции. И каждым годом процент людей, сделавших их, увеличивается. Об этом я подробно говорил в видео про пластические операции. Если в двух словах, то стандарты красоты японские заключаются в том, что человек должен быть милым, приятным лицом и худым, естественно худым. Скорее всего, вы очень мало видели японцев с лишним весом. Если, конечно, не считать сумо, которое является традиционным японским видом спорта. Естественно, люди, которые занимаются сумо, они специально набирают вес, чтобы быть потяжелее. Это ни в коей мере не связано с бодипозитивом. Просто вот такой странный вид спорта, где большие мужики в тряпичных трусах обмазываются. Напишите в комментариях, что вы думаете о сумо. Если борец сумо, допустим, в жизни может ходить по улицам и, в принципе, не подвергаться никаким насмешкам и буллингу относительно его веса, потому что он спортсмен, особенно если это известный спортсмен, он, наоборот, получает кучу хвалебных комментариев. Правда, у него, конечно же, возникнут проблемы с одеждой, как и у любого другого японца, который немножко вылазит за стандарты размеров, которые приняты в Японии. Да, если вы высокий человек, если вы человек не вот такой вот, то у вас будут проблемы с поиском одежды в Японии. А также у вас, возможно, могут возникнуть комплексы, если вы будете долгое время находиться в Японии среди очень худых людей. Существуют ли японцы с лишним весом? Конечно, они существуют. Просто их очень мало относительно именно населения Японии. Если сравнивать процентарно, уровень ожирения в Японии, во всей Японии, это 3,1%. Короче, 3%. А в США в то же время 40% людей с ожирением. То есть разница грандиозная. И, естественно, для тех же жителей США и, в принципе, западных стран, то, что творится в Японии относительно людей с лишним весом, вызывает ужас. Например, одно интересное видео я смотрел. Некий кореец, его зовут Джимми, посетил Мэйдо кафе с полными девушками. Ну, скажем так, с пухлыми. Короче говоря, в японском языке слово дебу, это жирный, подчари, это пухленький. Вот это пухленький это мило, а вот дебу это прям жирный. Но это не очень хорошее слово. Так же, как и в английском есть obese и есть fat, chubby. Короче говоря, вы поняли. Так вот, этот кореец назвал свое видео «Я посещаю Мэйдо кафе с жирными Мэйдо». Так и написал obese. Вы не представляете, что с ним сделали американцы в комментариях. Конечно, очень сильно прямо они его не гнобили, потому что это все-таки толерантные американцы. Они ему намекнули, что он немножечко не прав. Также есть интересный момент видео, где он очень сильно увлекся эпитетами в адрес этих девушек. Мэйдо кафе, где работают большие, гигантские, жирные Мэйдо. Естественно, под натиском бодипозитивщиков в США он сдался и поменял название на FAT. Вообще, это видео очень интересно и характерно тем, что оно показывает на самом деле отношения не только корейцев. Да, они, конечно, разные народы, но есть некоторая такая азиатская культура, которая пронизывает все азиатские развитые страны, в том числе и Китай. Абсолютно не тактичность в отношении веса другого человека. И если вы находитесь в Японии, если ваш вес с точки зрения японцев немного вылазит за стандарты необходимые, то вам могут сказать прямо в лицо, что вы толстый и вам нужно похудеть. Да, это грустно. Но дело в том, что в Японии это не считается нетактичным, потому что якобы человек в какой-то степени заботится о вашем здоровье. С чем это связано? Это связано с генетикой. На самом деле об этом редко говорят. И, честно говоря, я до последнего не верил, что это не какой-то миф, опять очередной дурацкий, который про Японию пустили в интернет-среде. У японцев есть более сильная предрасположенность к заболеванию диабетом в случае появления лишнего веса. Я написал специально статью профессора киотского какого-то больницы, непонятно кто. То есть Сихида Йосида. Он пишет о том, что действительно у японцев есть такие гены, то есть если у них чуть-чуть прям вылазит, то у них может быстро развиться вот эта вот фигня. И именно по этой причине в японце индекс массы тела, оно снижено до 25. 25 это максимум. Выше 25 индекс массы тела, то вы считаетесь человеком с ожирением. А если у вас выше 35, то у вас тяжелое ожирение. Естественно, если вы идете в японскую больницу проверять свое здоровье, и оказывается, что у вас ИМТ больше 25 или 25, то вам доктор может сказать, что вам нужно сесть на диету. Хотя вы можете считать, что у вас все в порядке. Культура разная, страны разные, и, естественно, тела разные. Чтобы было нагляднее с этой массой тела, я пример приведу. Допустим, если рост 170 у вас, при этом вес 72, то поздравляю, у вас ожирение, по мнению японцев. Японцы посчитали, что к 2035 году каждый четвертый житель планеты будет болеть ожирением. Мы этим очень сильно обязаны, во-первых, США, где очень сильно развивается культура бодипозитива. Тут, знаете ли, отношение к
бодипозитива может быть абсолютно разным. С одной стороны, я, конечно, понимаю, что оскорблять людей, как-то высмеивать внешний вид людей, которые обладают лишним весом, нельзя. Потому что на этом месте может оказаться любой из вас. У меня была знакомая в школе, она очень сильно выпендривалась тем, что она много жрет и не толстеет. И угадайте, что же с ней произошло. Мне кажется, я эту историю уже рассказывал. Мне просто она так душу греет на самом деле. Так ей и надо. Она действительно шеймила одну девочку у нас в классе, она была немного полная. Она прям жестко ее шеймила, она прям называла ее жирной. Теперь бедняга никак не может похудеть. Да, действительно есть люди, которые не могут похудеть, действительно, потому что у них есть проблемы со здоровьем. Это не значит, что все полные люди просто жрут и очень ленивые. Конечно, такие тоже есть. Но у некоторых людей просто не получается никак похудеть. Это связано также с генетикой. И тут японский профессор тоже рассказывает, что есть гены, отвечающие за ожирение и за похудение. Конкретно про японский народ говорил он так, что японцам на самом деле легко потолстеть, но сложно похудеть. Понятно, что это не всех касается японцев, конечно. Как прошивка такая, японское общество существует, что нужно быть худым, потому что шаг влево, шаг вправо, диабет, либо просто тебя разбомбит так, что ты не сможешь никак похудеть. Поэтому правительство Японии, всякие государственные органы стали заниматься тем, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни среди японцев. И, естественно, стали появляться спортивные залы, как грибы после дождя. Стали появляться разные передачи на эту тему. Часто видел рекламу одного зала спортивного, куда приглашали людей, чтобы они худели. Предоставляли бесплатные тренировки, но взамен на фотографии до и после. Естественно, прям такие фотографии висели в поездах, то есть человек прям во все стороны его распирало изначально на до. И на второй фотографии, естественно, был красавчик. Мало кто решится на такое, естественно. Я помню, что у меня приходило предложение от модельного агентства на одну из таких работ, они были довольно часто. Честно говоря, тогда задумался, почему бы не поучаствовать, но потом я передумал все-таки как-то. Во-первых, там было очень мало денег, 200 тысяч йен всего. Стрёмненько как-то. Проблема у Японии с ожирением начала появляться, естественно, с появлением западной пищи. Понятно, что как появился Макдак, как появилось много мяса, и это все приплюсовалось к рису, который они едят ежедневно, который является углеводом. Но тем не менее, это гораздо лучше углевод, чем картоха. Кто-то со мной спорил в комментариях под одним из видео, где я сказал, что рис лучше, чем картоха. Рис лучше, чем картоха. Съели. Японцы также планируют разработать какой-то специальный препарат для похудения, который, в принципе, уже создан, я имею в виду Оземпик. Одна певица американская очень сильно топила за бодипозитив, то, что она себя любит в таком весе, а как появился Оземпик, сразу она на него села. Я не говорю, что все люди, которые орут про бодипозитив, они лицемерные. Нет, но это, знаете, как ситуация с курильщиками. Вот они говорят, мне нравится курить, а если бы была возможность просто бросить курить раз и навсегда без всяких усилий, я думаю, что большинство из них согласились бы. Но дело в том, что вот это перетягивание каната в одну сторону, то есть в сторону худения, вызывает еще одну проблему на другом конце каната, это анорексия. В Японии индекс массы тела меньше 18,5 считается недостаточным весом. В последнее время анорексия стала распространяться среди молодежи. Уровень заболевания анорексией среди молодежи выросла за последнее время примерно в 2 раза. На данный момент по статистике в Японии болеет анорексией примерно 200 тысяч человек. Началось это с 70-х годов, когда в моду вошли всякие айдолы. Естественно, создание красивой картинки, а также появление социальных сетей впоследствии очень сильно влияло на умы подрастающего поколения и, естественно, укоренился образ некого такого стройного, красивого, милого, короче говоря, стройного, в любом случае, в первую очередь, человека. Любопытно, что ожирение среди японцев больше привержены именно мужчины, потому что они, во-первых, больше пьют пиво, они больше работают, а работа в основном сидячая. Ну и плюс мужчины не так сильно будут шеймиться за лишний вес, нежели женщины. После достижения определенного возраста, уже ближе к пенсионному, люди перестают уже париться на этот счет. Однако примерно до 45 лет японцы, особенности японки, очень сильно переживают за свой вес. Поэтому в Японии очень много разных продуктов, связанных с похудением. Чаи всякие, странные приборы для лица, чтобы похудеть, всякие обертывания, всякие сауны. В одно время эта истерия по поводу лишнего веса дошла до такого момента, и в Японии появилась эпидемия синдрома Золушки. Вообще синдром Золушки связывают в основном только с желанием сидеть постоянно на диетах, но у этого синдрома есть и другие характеристики, например. Желание зависеть от других, быть не самостоятельным. Если мы говорим о девушках с синдромом Золушки, то это желание часто менять парней, предъявление высоких требований к внешности других людей. Это проистекает из того, что люди с синдромом Золушки вообще, в принципе, очень сильно сосредоточены на своей внешности, и они стараются достигнуть идеала. Это связано с тем, что в детстве им уделяли очень мало внимания, родителей не давали им любви, ну, как обычно, все из детства идет, вот это вот все. И в взрослом возрасте они пытаются компенсировать как-то эту нехватку любви с помощью своей внешности. То есть у них есть в голове такая установка: если я буду красивый, то меня будут любить. И поэтому это стало распространено очень сильно в Японии, но я думаю, что не только в Японии, а по всему миру. С появлением соцсетей у очень многих людей появились комплексы, которые в принципе не могли никак появиться. Ведь если ты не видишь кучу красивых людей каждый день, то тебе и
в принципе, комплексовать незачем и сравнивать себя не с кем. Поэтому это полезен нового поколения. Но это не значит, что плохо выглядит это хорошо и нормально. Нет. Ухаживать за собой это нормально. Выглядит опрятно, ухоженно. Это уважение к обществу и к другим людям. И японцы это воспринимают именно так. Наряду с высокими идеалами, также люди с синдромом Золушки часто создают себе некий имидж в соцсетях, который не соответствует реальности. Часто очень азиатские девушки особенности, ну и парни, кстати, тоже в последнее время стали увлекаться всякими фильтрами, вытягиванием ног, уменьшением лица, увеличением глаз и все остальное. В принципе, уже человек не похож на человека. Но при этом почему-то иногда, когда я вижу такие видео и читаю комментарии, такое ощущение, что люди вообще не замечают, что тут как бы фильтры сплошные. Также еще один есть характерный момент, связанный с лишним весом. Когда человек с лишним весом устраивается на работу и есть другой кандидат без лишнего веса, то, скорее всего, возьмут худого. Потому что лишний вес чаще связывают в Японии с ленью. Несмотря на то, что народ, в принципе, просвещает по поводу различных заболеваний и насчет того, что не все люди могут похудеть, все равно этот стереотип остается в умах людей. Что если человек не может даже со своим телом последить, то есть не может организовать свой образ жизни так, чтобы не болеть ожирением, то, скорее всего, на работе он будет вести себя точно так же безответственно. Если вы устроились на работу, если вы набрали вес на этой работе, то начальник вполне может сказать вам, чтобы вы его сбросили. И даже вполне себе может следить за тем, что вы едите. Забавно вместе с тем, что некоторые японцы занимаются спортом только для того, чтобы пить пиво. Чтобы была возможность пить как можно больше пива и не толстеть. В принципе, подход неплохой, я считаю. Это гораздо лучше, чем просто пить пиво. Но вместе с тем есть некоторые подвижки в обществе японском, небольшие такие подвижки в сторону бодипозитива. Это связано с появлением в последнее время айдолов, которые имеют лишний вес. В этой группе участвуют 3 девушки с лишним весом: 102 килограмма, 80 и 98 килограмм. Концепция группы заключается в том, что это падшие ангелы, которые со своего лишнего веса упали с небес. Для того, чтобы вернуться им на небеса, нужно похудеть до модельных стандартов. Звучит не как бодипозитив, но тем не менее девушки утверждают, что они именно настроены на бодипозитив и доказать обществу таким образом, что полные люди тоже могут быть красивыми. Тем не менее, они столкнулись не то чтобы с хейтом, они столкнулись скорее с высмеиванием со стороны публики на своих выступлениях. На одном из первых выступлений их действительно засмеяли, прям вот в полном прямом смысле слова. Их засмеяли фанаты других групп, которые выступали на том же концерте. Но они не расстроились и стали продолжать. Это их подстегнуло, как они говорят, хотя, мне кажется, на самом деле им было очень обидно. Одна из участниц этого коллектива говорит, что она всегда была полная, и однажды ей удалось похудеть, когда она очень активно занималась спортом. И с тех пор она все никак не может похудеть, и поэтому она решила, что во что бы то ни стало, она станет айдолом, и она будет смеяться над людьми, которые смеялись над ней в детстве и буйли. В общем-то, у нее получилось наполовину, то есть она стала айдолом действительно. Группа очень популярна в Японии, но скорее популярна как некая фрик-группа, к сожалению. То есть это смотрит как на диковинку, как вот в средние века был цирк уродов, можно сказать, это современный аналог. То есть на это ходит посмотреть как на нечто особенное. Может быть, посмеяться, может быть, наоборот, восхищаться. Участницы группы говорят, что большинство их поклонников это девушки. Причем эти поклонницы в основном меньше их. Естественно, есть атаку, которая тащится от полных девушек, и они тоже присутствуют на концертах в больших количествах. Но это говорит лишь об одном. В Японии это не является нормой. То же самое можно сказать и про Мэйдо кафе с полными девицами. В этом видео этот чел корейский сказал столько странных вещей относительно этих девушек, что я даже, честно говоря, устану перечислять, что он там некрасивого сказал в отношении них. Ну и также японка, с которой они вместе снимали, тоже там навалила кринжа немножечко. Когда он ее спросил, будет ли она встречаться с полным парнем, она стала рассуждать про размер этого толстого парня, и до каком-то определенном размере она сказала, что нет, он же меня раздавит. Конкретно в этом Мэйдо кафе девушки распределяются по своим размерам, и, соответственно, их размерам у них разные платья. Я не знаю, как они на самом деле себя чувствуют. Естественно, они улыбаются и смеются над любые шутки, которые говорят посетители про их размеры. Но, честно говоря, я не знаю. Может быть, они по-другому воспитаны. Мне сложно понять, что они на самом деле чувствуют. Но мне бы было, наверное, неприятно. Тем более, если бы это являлось моей проблемой, если бы я действительно не мог похудеть, я бы, честно говоря, наверное, послал нахер любого, кто бы пошутил на такую тему. Но вместе с тем есть одна японская ТВ-хост, ведущая, певица, короче говоря, шоуменша и комедиант Наоми Ватанапе. Она тоже таких необычных размеров для японки. Но она очень популярна, она считается айдолом, и ее японцы считают милой. Наверное, потому что это связано с тем, что, во-первых, она обладает офигенским чувством юмора. Она стала популярной, когда она исполнила кавер на песню Бейонсе. Ее стали называть японской Бейонсе. Ее можно было часто увидеть в всяких разных шоу, японских рекламах. Правда, такие рекламы обычно связаны с юмором. То есть ее образ как будто бы смешной. Толстая значит смешная. Часто в всяких рекламах
рекламах рядом с ней ставили каких-нибудь стройных девиц, и как-то это все обыгрывалось на этом контрасте. Вот это типа красиво, а это смешно. Тем не менее, у Наоми Ватанабе в Инстаграме 9 миллионов подписчиков, хотя, наверное, сейчас уже больше. Короче говоря, дофигища. Ее Инстаграм самый популярный в Японии. Она также создала свою линию одежды, которая, в принципе, переводится вольным переводом как «пухлый». Но, тем не менее, недавно она, скажем так, выпустилась из японского шоу-бизнеса и уехала в США. И в США она планирует развивать свою карьеру. Было большое интервью с ней на Ютубе. Делилась своими мыслями по этому поводу. Естественно, уехать в США с ее размерами — это, наверное, самое лучшее решение для нее. Потому что как бы японцы не принимали ее и не любили, все равно весь ее образ построен на том, что она полная. В США ее скорее будут воспринимать просто как японку, которая приехала в США. Потому что, как писали те же самые американцы в комментариях под тем несчастным корейцам, которого засрали. Кстати, он сказал в этом видео еще, глядя на одну из Мэйдо, что это американский размер. Так они писали, что размеры этих девушек в Мэйдо кафе это не фэт. Естественно, не Абис, тем более. Есть еще одна публичная личность, это Мацуко Делакс, такой японский Игорь Синяк, ЛГБТ-активист, писатель, шоумен, очень ржачный чел на самом деле. Он выступает в образе женщины, то есть, по идее, это драг-квин. Но чисто когда на шоу он выступает, он жестко наваливает. До своей популярности Мацуко попробовала себя в роли писателя. Также Мацуко после этого долгое время находилась в состоянии хикикамори, и после этого, когда она выползла на свет, всякие шоу, у нее случился активный взрыв популярности среди японцев. И до сих пор она считается очень популярной персоной. Первая реклама, это, конечно, была реклама пончиков. Ну, как-то так совпало, да. Мацуко, в принципе, не особо выступает за бодипозитив, хотя и всякие разные разговоры про вес есть. А в остальном все остается на том же уровне, что примерно в Корее. То есть чуть-чуть, если у айдола где-нибудь вылез складка лишняя, то это все жирно. Так коли это будет происходить в Японии, непонятно. В принципе, японцы уже сами понимают, что не очень хорошо гнобить людей, с одной стороны, потому что это доводит до других результатов не очень хороших. А с другой стороны, беспокойство о здоровье нации преобладает пока что в японском обществе. В принципе, наверное, это правильно. Просто не надо доводить до крайности, ни с той, ни с другой стороны, на мой взгляд. Пишите в комментариях свой индекс массы тела. Мы узнаем, считают ли японцы вас жирными. Скорее всего, всех практически, кто меня сейчас смотрит. Сочувствую, сожалею. Но не забывайте о том, что это японские стандарты. Любите свое тело таким, как оно есть, но не забывайте о том, что если вам действительно не нравится отражение в зеркале, все-таки надо, наверное, с этим что-то делать. Обманывать себя не нужно. Подписывайся на мой телеграм. Кто нашел тапки, тот молодец, напиши в комментариях, где они. Это мой личный блог, если вы хотите пообщаться поближе, заходите. Это все, пока.